Здравствуйте, друзья! У нас прогноз на вторую половину октября для знака зодиака Скорпион. Мы коснемся сферы отношений, работы, карьеры, бизнеса, финансов. Также мы посмотрим ваш настрой, ваши ожидания. Ленорман покажет сюрприз, неожиданность. И также мы получим советы от оракулов. В конце расклада у нас будет маятник, который ответит на ваш вопрос «да» или нет. Скорпионы, вторая половина октября. Что у вас будет происходить в начале этих 15 дней? Ваш настрой, ваши ожидания. Что вас ждет в отношениях, в личной жизни? Первая карта, у кого она есть. Отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость. Что у вас будет происходить? И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 15 дней? Совет или предупреждение от Таро. Да, на дне колоды Луна у вас тут и тройка мечей по деньгам, и четверка мечей в конце октября. Здесь какие-то задержки. Четверка мечей, во-первых, может говорить, что кто-то останется без работы, кто-то, может быть, на больничный, в отпуск уйдет. Или какие-то вот ваши дела, что-то вот все зависло и нет никакого движения. Будь то это бизнес, работа, вообще ваши дела семейные, домашние. Кто-то из женщин может лечь на сохранение. Здесь у вас туз пентаклей и Луна. Карта может говорить о зачатии, или вы ложитесь перед родами, чтобы сохранить малыша. Вот карта материнства. Еще это может быть задержка в каких-то творческих проектах. Может быть, хочется уже завершить один проект, начать следующий. Да, вот что-то начать, подписать. Тут еще может быть переезд, путешествие, какая-то дальняя дорога, но придется еще подождать вот из-за этой изоляции. Хочется вам куда-то съездить, может быть, у вас тут с любимым человеком, ну, даже в отпуск, путешествие. То есть пока карта говорит не в конце октября, может быть, чуть позже. Еще нужно проявлять вот эту осторожность и внимательность. Давайте посмотрим сюрприз, неожиданность. Скорпион, вторая половина октября. Что нам еще Ленорман покажет? Кто-то, может быть, ждет предложение по работе откуда-то издалека. Это может быть из-за границы. Вы ждете каких-то документов. Тут еще, знаете, может быть, вот тройка мечей у нас легла. Это, может быть, карта вас предупреждает о какой-то потере. А корабль — это, конечно, какие-то взаимодействия, может быть, в коммерции, в работе, в бизнесе. То есть вы можете кому-то выполнить услугу, например, тут какой-то интернет-магазин, да, может быть, оплатить какую-то покупку, но все-таки легла лиса. А сейчас у нас вот эти все ретроградные планеты очень способствуют вот этим мошенникам. Или это может быть, знаете, еще звонок, например, из банка. Вот будьте аккуратнее вообще со своими сейчас деньгами, с какими-то переводами, оплатами. Можете потерять деньги. Да, с каким-то мошенничеством. Или вы, например, как я говорила, вы планируете какую-то поездку, например. Путешествие, поездку. Может быть, что-то вы оплачиваете, какие-то билеты или путевку, опять же, через интернет, по онлайну. Все равно вот здесь какая-то хитрость. Какой-то, может быть, подвох, то ли в самой поездке, но поездки пока я у вас не вижу, то ли с поездкой.
Вот с оформлением каких-то бумаг, сообщений. Письмо может и деньги показывать. Вот вам карта говорит, не доверяйте сейчас никому, проявляйте осторожность и внимательность, чтобы защитить то, что у вас есть. И вот по девятке это когда мы совершаем старые ошибки. Вот нас кто-то обманул, а мы опять доверяем людям, и нас опять обманывают. Вот здесь вот учтите, сделайте работу над ошибками. Поэтому вот здесь вот какие-то документы, связанные с поездкой, путешествием, с какими-то делами из-за границы. Вот смотрите, здесь легла лиса, вас карта предупреждает. Потому что у вас и здесь семерка мечей ложится. В начале этих 15 дней вы можете столкнуться с обманом, с мошенничеством. Да, ушки на макушке, никому не доверяем, все тщательно проверяем. Ни на каких подозрительных сайтах ничего не оформляем, карты свои не вносим. Ну и на какие-то звонки, типа мы из банка, и мы там, нам нужен номер вашего счета или что-то такое. Да, здесь будьте очень предельно осторожными. Также мы смотрим за своими ценностями, куда мы идем, в торговых центрах, за своими кошельками, сумками, телефон нигде не разбрасываем. Ну и, конечно, оберегаем свое жилье и свою собственность. Еще карта может показывать, что если вам нужно куда-то уехать, а вот этот забор из границ, что вы не можете попасть туда, куда вам надо, здесь карта вам советует искать окольные пути. Значит, если вы напрямую в эту страну, там куда-то попасть не можете, значит, надо продумывать стратегию, как вам туда добраться. Да? Хорошо, для тех, кто в отношениях или в браке, здесь у вас какие-то хорошие возможности. Туз пентаклей я уточнять не буду. Это вот рука с пентаклем. Это может быть помощь от кого-то, кому-то могут вернуть долг, у кого-то решится вопрос с недвижимостью, покупка, продажа. Может быть аренда, да, еще. Также это может быть одобрение ипотеки или помощь, например, от родных и близких для того, чтобы вы обрели свое собственное жилье. У кого-то здесь может быть предложение о свадьбе или это зачатие, как я и говорила. Но для этого вам, может быть, нужно будет лечь в больницу на сохранение или... Может быть, еще, знаете, семя, да, это может быть ЭКО. Но все равно карта говорит, что в конце октября вы можете попасть в больницу. Ну, это по хорошему поводу. Вот если оформляете документы на недвижимость, опять будьте очень аккуратны. Если, например, с кем-то подписываете договор, все проверяйте. Если вы банковский договор подписываете, там о ипотеке, смотрите, все прочтите, может быть, даже посоветуйтесь с юристами. Хорошо, для тех, кто в поиске любви, но поиска пока я у вас не вижу. Если у вас какие-то сомнения, вступать, не вступать в новую связь, и вообще нужно мне или не нужно это. Как правило, по двойке это невозможность доверять противоположному полу. Может быть, вы столкнулись с каким-то обманом. Здесь может быть знакомство с иностранцем, очень много общения. Но вот лиса легла, почему вы засомневаетесь? Вот что-то, ну вы же интуитивны, скорпионы. Вот интуиция будет подсказывать, что здесь какой-то подвох. Да? Вот человек, может быть, вас обманывает. Ну, фотографию какого-то артиста прилепил. А на самом деле старый, больной, лысый мужик. Ну, как вариант. Давайте мы уточним. Так, поняла. Ага, ну вы здесь на пороге новой любви, но очень много сомнений. Но сомнения могут быть из-за того, что вот человек-то далеко, встретиться мы не можем. Четверка, да, это вот изоляция. Между вами вот эти преграды. Ну или вы что-то будете, да, подозревать. Ну, иерофант — это может быть другая страна, другая вера, другой язык. Здесь решать только вам. Вот в этих картах я здесь подвоха не увидела. Луна-то может говорить не только о каких-то подозрениях, о материнстве, она еще может говорить об эмоциях, о страсти вот с человеком. Но это шут, это вот новые отношения, но человек где-то вот далеко. Тут вам нужно просто решиться. Тут все будет зависеть от вас. Тут вам никто не советчик.
Хорошо. Работа, карьера, бизнес, шестерка кубков. Работа, карьера, бизнес. У кого-то может быть работа на дому, а у кого-то может быть работа связана с какой-то организацией праздников, что-то с детьми. Может быть, это вот детские сады, школы, какие-то кружки. Также здесь карта говорит о взаимодействии с людьми из прошлого. Здесь может быть или люди приходят из прошлого, какие-то, с кем вы раньше работали, могут быть какие-то предложения. Или здесь возродить старые проекты, которые вы отложили на потом. И получить свои деньги. Может быть, вы их отложили, потому что не было там времени, возможностей, финансов. Сейчас вы это захотите довести как бы до конца, ну и получить причитающееся. Да, вот еще тут карты вам советуют опираться на прошлый опыт, сделать работу над ошибками. Если вам какие-то старые друзья предложат вот какие-то проекты, может быть, нужно будет вот с кем-то скооперироваться. Вы знаете, как друг вам предлагал там когда-то давно, года 2 назад, давай там что-то откроем или куда-то вложимся. Но вы как-то, может быть, и не было средств или заняты были чем-то другим. А сейчас вы вот вспомните вот то, что вам предлагал друг, ну вот наладите опять связи и воплотите это в жизнь. Хорошо. А для тех, кто в поиске работы, тут у вас королева мечей ложится. Да, это может быть работа, связана, давать какие-то консультации людям. Как правило, как королева мечей – это женщина, которая работает только на себя. Это независимая дама. Может быть, вы обладаете какими-то знаниями, умением. Это может быть занять какую-то преподавательскую деятельность. Может быть, вот в интернете открыть какие-то курсы и чему-то обучать людей. Или давать консультации, давать знания, обучать. Может быть, опять же, какая-то репетиторская деятельность. Также это все, что связано с медициной или с юриспруденцией. Но смотрите, все-таки это не ваша масть. Может быть, для того, чтобы что-то начать, может быть, вам нужно будет у кого-то получить совет, поддержку, помощь. Также карта может говорить о подписании каких-то договоров, контрактов или помощь от такой женщины. Может быть, это представительница воздушной стихии, близнецы, весы, водолей. Или опять же, вот кого я перечислила уже. Ну, давайте мы одну карту уточним. Так что тут все переворачивается. Колесница. Ну, это предложение о новой работе. Это еще, знаете, у кого-то, как мы смотрели, да, если кто-то планировал уезжать в другую страну, здесь могут прийти по работе какие-то договора, приглашения на работу или вот разрешающие документы, которые открывают вам границы. Но я уже вам сказала, что это произойдет не в конце октября, это может быть дальше. Пока вам нужно будет что-то еще ждать. Ну, ждать может быть вот этот карантин или ждать оформления документов. У кого-то здесь может быть начало своей работы на себя. Карта вам советует действовать быстро, решительно, потому что вот эта скорость будет для вас сейчас иметь большое значение. Тут самое главное, поверьте в себя, что у вас все получится, поверьте в свою победу. Потому что вы сейчас на колеснице, да, вы колесничий, вы сейчас управляете своей жизнью сами. Вот я говорила, здесь может быть какой-то творческий проект новый. Но, как правило, вот королева мечей – это человек, который занимается индивидуальной деятельностью. Вот опять же шут, да, может быть, вот детей учить чему-то, какие-то курсы. Или здесь подписание нового договора. Да. Ну, финансы, я уже говорила, здесь какое-то разочарование, может быть, потеря финансов. Будьте аккуратней. Вас уже карты предупредили. Да. Тройка мечей – это огорчение, разочарование. Ну, а в конце октября здесь какая-то пауза. Опять же, я ее уже озвучивала. Для кого-то она, наоборот, говорит, если вы будете 15 дней очень много трудиться, работать,
то здесь вам нужно будет взять паузу, отдохнуть, восстановить свои силы. И если вы зайдете в какое-то сложное положение в конце октября, вам нужно будет время взять, чтобы продумать, как вам из этой ситуации выбраться. Хорошо, в совет девятка жезлов я уже говорила, сделайте работу над ошибками, не наступайте на одни и те же грабли. Также проявляйте осторожность, внимательность. И еще, может быть, по этой карте никому не рассказывайте о своих планах. Хорошо, давайте мы получим для вас советы, скорпионы. Вторая половина октября. Совет для скорпионов. Вторая половина октября. Деканского оракула. Так, сейчас 14-я перевернутая. Давно она у меня не выпадала. Это карта июль. Зимнее солнцестояние 21 декабря. Сейчас у вас может не быть желания переключиться на позитивные мысли или начать искать новые основания в своей вере. Иногда бывает хорошо просто побыть в угрюмом настроении, ничего не предпринимая по этому поводу. Но следите, чтобы этот период не затянулся слишком долго. Давайте еще получим для вас совет от оракула Королевы Луны, Скорпион, вторая половина октября. Так, это у нас acceptance. Да, acceptance у нас это принятие. Вам карта советует принимать ту ситуацию или тот вопрос таким, какой он есть. Потому что принятие – это первый шаг к изменениям. И карта вам советует жить текущим моментом, вот здесь и сейчас. Да, планы строить на будущее нужно, но и не забывайте присутствовать в этом моменте. Да, такой совет. Хорошо, давайте еще посмотрим маятник для скорпионов. Маятник, ответьте, пожалуйста, скорпионам, вторая половина октября, на их запрос, да или нет. Ответ да. О чем бы вы ни спрашивали. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Благодарю вас за внимание. Всего хорошего.